Все, пошла запись. Приветик. Ой, классно, вы так быстро подключились все. Привет, привет всем. Эм, Как обычно, по традиции, мы подождем немножко 3-4 минутки, пока все желающие подключатся, и я буду рассказывать сегодняшнюю тему. А пока расскажу вам какие-нибудь организационные вопросы, может быть, что-то новое для вас расскажу, может быть, вы что-то новое услышите из чата в эфир, точно. Все отлично у меня, я отлично подготовилась, но я надеюсь, то есть я очень хорошо себя чувствую, отлично подготовилась к интенсиву, потому что я записала длиннющий конспект для него. Никогда еще так я не готовилась, по-моему, как на этот раз, надеюсь, поэтому все пройдет гладко. И вы еще лучше поймете то, что я буду рассказывать. Мы начинаем наш второй интенсив, второй поток у нас. Второй интенсив по вязанию кардигана регланом. Я вас всех поздравляю, очень рада всех вас видеть. Первый интенсив у нас был по вязанию платья. И, кстати, все записи по этому интенсиву есть на моем YouTube-канале, поэтому вы можете спокойно зайти и посмотреть и связать такое же платье, как мы вязали предыдущие все разы. А сейчас мы начнем вязать кардиган. У каждого это будет свой кардиган. Почему я так говорю, я в этом уверена, потому что когда мы вязали платье, оказалось, что у каждой девочки абсолютно свое, ни на что не похожее получилось платье. Я очень была этому рада, потому что я переживала, что будет все как под копирку, но получилось так, что девочки совершенно свободно и спокойно выбирали себе узор и меняли фасон, и получили платье вот совершенно не похожее на мое, но по моим расчетам, что мне очень понравилось. Я была рада внести небольшой вклад в ваше развитие, если можно так сказать. Вот, поэтому сейчас я уверена, что тоже получатся совершенно разные кардиганы. Я буду добавлять фотографии кардиганов уже потом, когда они будут готовы, в наш закрытый профиль Инстаграм. Вы знаете, что у нас делятся участники нашего совместного вязания на две группы. Это одна группа Инстаграм, те девочки, которые заплатили денежку и могут мне скидывать свои, вернее, даже не могут, они должны скидывать свои домашние задания мне, я лично их проверяю, и лично, ну, говорю вердикт, то есть исправляю какие-то ошибки, может быть, отвечаю на вопросы. Также для этих девочек есть закрытый профиль в Инстаграме, и туда я некоторую информацию скидываю, также туда я покидаю потом фотографии готовых кардиганов. Я надеюсь, они будут, будет все нормально, и вы их свяжете. Вот, и также у этих девочек есть в Вайбере закрытая группа, закрытый чат, они там общаются, и сегодня на совершенно разные темы общались. И я рада, что там не только вязание обсуждается, а вообще, в принципе, всякие девчачьи посиделки проходят. Сразу говорю, добрый вечер всем, кто здоровается. Сразу говорю, если я кого-то еще не добавила в Viber или кто-то не знает, как найти закрытый профиль в Инстаграме, пишите мне в директ, это те, кто участвует в интенсиве. Вот, будем вместе смотреть, разбираться. Также сегодня из Viber у нас есть еще один чат, там, где я сама кидаю свою информацию и, ну, такой, знаете, чисто мой личный мой личный чат, куда я девочкам всякие послания сбрасываю. Вот оттуда я удалила участниц первого интенсива, которые не перешли на второй интенсив, то есть просто не принимают участие по совершенно разным причинам. Вот, поэтому также обращаюсь к тем, кто участвует в интенсиве по вязанию кардигана и кого я оттуда удалила. Вдруг такое случается иногда, вдруг напишите мне, я тоже вас верну. То есть это чистая информация для девочек с интенсива. Кто хочет участвовать, оплачивайте, можете подсоединяться. Впервые с вами на интенсиве очень рада. И я впервые очень рада, что есть новенькие девочки. Хотя не менее рада тем, кто второй раз участвует. Вот, если хотите участвовать, можете еще присоединяться, потому что первая неделя у нас такая, можно будет потом все-таки догнать. Я распределила так дни, чтобы у нас не было какой-то чересчур сильной нагрузки на какой-то промежуток времени определенный. Поэтому можете спокойно добавляться, оплачивать и, в принципе,
тоже все успеете. Тем более я знаю, что сегодня вообще огромное количество девочек добавилось. Могу точно сказать, что пока на данный момент 95 человек уже участвуют в интенсиве. Ну, я думаю, что чуть-чуть, может быть, увеличится, но все равно для меня эта цифра гораздо больше, чем в первый раз. В первый раз 85 было участников. Я рада, что я тоже потихоньку развиваюсь как ваш, куратор, если можно так сказать. Можно ли выиграть ваш интенсив? Ну, дело в том, что, в смысле выиграть участие в интенсиве или что вы имеете в виду? Сумма очень маленькая. Любая сумма от 100 рублей, вы можете заплатить 100 рублей и участвовать в интенсиве. Я думаю, что это будет, если я буду разыгрывать место, то это будет слишком дешевое место. Ну, то есть мне кажется, что проще заплатить 100 рублей и принимать участие. Вот, и что еще я хотела сказать. Интересную новость, которую никто никогда еще не слышал. Мы сегодня с Сашей шли домой и придумали такую штучку. Правда, мы уже давно ее придумали, но решили реализовать ее уже в этом интенсиве. Те девочки, которые участвуют в интенсиве, и те девочки, которые уложатся в срок 3 недели, которые мне скинут вот в течение 3 недель фото готового кардигана, те получат специальный красивый сертификат о том, что они прошли мой курс. Там будет их имя, там будет информация о том, какие знания они получили. И пока в электронном виде вам будем высылать эти сертификаты, потом, может быть, будем уже высылать в бумажном виде по почте. И на нашем сайте также мы опубликуем списки тех, кто прошел мои вот эти интенсивы, по какому, да, по какой теме. И там будет ссылочка на вас, как подтверждение того, что это сертификат реальный, что вы правда прошли. Вот. Я думаю, что те девочки, которые уложились в 3 недели при вязании кардигана, мы тоже вам вышлем сертификаты, может быть, немножко... Ой, при вязании платья, может быть, тоже вышлем немножко попозже. Я тоже впервые, надеюсь, успею, так как в выходные уезжаю. Я тоже надеюсь. И я впервые, да еще и первая крупная вещь будет связанная мной, немного волнуюсь. Я тоже волнуюсь. Как твое здоровье, как рука? Кстати, все отлично с рукой. Видимо, не зря я целый день просидела, держа руку в воде. Вот все прошло, знаете, вот я абсолютно все спокойно делаю. Тьфу-тьфу, все нормально. Вот, насчет, еще последнее скажу, я много болтаю, уже 7 минут. Последнее, что я скажу, по домашнему заданию. Может быть, девочки с интенсива точно будут смотреть, да, это видео. Сразу скажу, домашнее задание высылаем все мне в Viber, в личные сообщения. Ни в какой, ни в чат, мне конкретно в личные сообщения высылаем домашнее задание в виде фотографий. То есть вы фотографируете то, что вы написали, смотря какое будет домашнее задание, либо то, что вы связали. Высылаете мне сроки все, я буду конкретно отмечать для каждого дня. У нас в закрытом профиле Инстаграм, также у меня тоже в профиле есть пост по расписанию, и там все расписано, когда последний срок сдачи домашнего задания и какое домашнее задание. То есть можете заглянуть и туда. Вот, я думаю, что вы это услышали. В директ не скидывайте мне, пожалуйста, никуда, потому что директ иногда вы так скидываете, что он иногда режет фотографию, плюс качество хуже, плюс если вы высылаете временное фото, его можно только 2 раза посмотреть, я не успею проверить. Короче, высылаем в Viber. Вопросы задаем тоже все в Viber. Те девочки, которые не участвуют в интенсиве, но у них есть вопросы по вязанию кардигана, те пишите в директ. В директ мне пишите, я отвечаю. Можете совершенно спокойно писать любые вопросы, я тоже буду отвечать, ну, то есть независимо от того, участвуете вы в интенсиве или нет. Просто для девочек с интенсива это обязательно. Все, я все рассказала, теперь буду рассказывать наш первый урок. Приятно будет получить сертификат. Отлично, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас я перенесу камеру. Первая тема у нас это мерки и выкройка. Я решилась не втуливать вязание образца, потому что прошлый раз мы в попыхах его вязали, и я практически ничего не объяснила по образцу. Поэтому я решила разделить мерки, выкройка один день, образец второй день. Вот, сегодня мы не трогаем пряжу, не трогаем спицы, не спрашиваем, какой номер спиц выбрать, как измерять
измерять образец, это все будет завтра. Сегодня мы все снимем мерки, мы их запишем, мы определимся с размерами кардигана и определимся с фасоном кардигана, потому что у каждого будет, ну, не то что у каждого, но, может быть, у кого-то будут какие-то нюансы и различия в фасоне. Вот, сейчас я перенесу камеру, вам сначала распишу все мерки, нарисую выкройку, а потом время то, что останется, я вам покажу, объясню, как мерки снимать, потому что их там совсем немножко. Повторюсь, уже говорила про это, мне кажется, что этот кардиган легче, чем платье, поэтому я думаю, за 3 недели можно очень даже уложиться. Столько девочек уже, будет много домашних заданий. Я морально подготовилась. Мне даже Саша говорил: давай я буду помогать, проверять домашние задания. Ну, я решила, что, может быть, как-нибудь в чем-то он поможет. Хотя мы вместе с ним заполняли все вот сейчас таблички с вашими там ссылками, с номерами телефонов, Viber добавляли. Ну, то есть активно вместе с ним это делали, потому что одной вот голова просто пухнет. Все пишут, все просят побыстрее, и получается вот такой кавардак. Все, сейчас я тогда поменяю телефон. Надеюсь, сегодня не будет Инстаграм тупить, и он мне даст так. Он мне даст провести нормально сегодняшний эфир и все рассказать. Больше, чем в тот раз. Ну, когда мы вязали кардиган, по-моему, у меня было 200 человек в прямом эфире. Это был мой рекорд. Ну, 200 с чем-то, я уже не помню точно. Приветик всем. Телефон я зарядила, поэтому я надеюсь, он будет хорошо фокусироваться. Обычно он у меня плохо фокусируется, когда уже подуставший. Так, это моя пряжа, о пряже поговорим завтра. Сегодня мы будем просто рисовать и снимать мерки. Так, сейчас я еще ютубную камеру установлю как-то удобно. Как всегда, она у меня плохо устанавливается. С ней иногда бывают проблемы. Блин. Сейчас, может быть, что-нибудь подставлю. Вот так лучше. Сейчас, подождите, я тут YouTube дергаю. Так, все, добрый вечер. Ну что, давайте начнем. Как мне тут писать? Вот так мне писать. Давайте начнем. Итак, какие мерки нам нужны? Мерки для кардигана. Мы вяжем кардиган. Я думаю, что у вас все эти мерки будут. Если у кого-то фасон немножко отличается от моего, это все в личном порядке будем решать, какие мерки вам еще нужны. Итак, первая мерка — это длина изделия. Ну, я думаю, что это понятно. Я здесь, смотрите, распишу, давайте так, распишу я свои мерки. Это мерки, которые будут мои. Вы сюда будете вписывать свои мерки. И здесь я сделаю 3 таблички, чтобы вы понимали, какие могут быть варианты. То есть, если вы хотите кардиган в обтяжку, если вы хотите кардиган свободный, если вы хотите кардиган широкий, так, широкий, вы будете смотреть, сейчас я вам отмечу, это размеры кардигана, вы будете смотреть, сколько сантиметров вам прибавить. Размеры кардигана. Так, записала. А это уже будут мои размеры кардигана. Мои размеры кардигана. Так, ну что, поехали. Надо пойти клубочки откопать. Давай, Ульяна, откапывай. Итак, длина изделия. Я сразу записываю свою длину изделия. Я решила сделать 65 сантиметров кардиган. Здесь мы ничего не прибавляем. Неважно, какой вы кардиган хотите. Да, типа оверсайз, широкий. Неважно, какой кардиган вы хотите, длина есть длина. К ней на свободное облегание мы ничего не прибавляем. И здесь мой итоговый вариант. Давайте я, наверное, запишу его розовым. Или фиолетовым, давайте, потому что светло-розовый плохо видно. 65 мой итоговый вариант кардигана, длина. Дальше, обхват бедер. Также может измеряться обхват груди, либо обхват живота. Что это значит? Если вы вяжете кардиган длинный, и кардиган у вас как бы захватывает ваши бедра, то есть он доходит до ширины бедер, вы измеряете обхват бедер. Если у вас кардиган короткий, короче 60 сантиметров, то лучше измеряйте обхват груди, ну, потому что это будет самое широкое место у кардигана. Если же у вас, или вы, например,
например, вяжете мужчине, ну или любой другой женщине, есть еще живот, который, естественно, немножко больше, чем грудь или бедра, то измеряем обхват живота. Для мужчин мы измеряем обхват груди, я напишу тут М, и для детей мы измеряем тоже обхват груди. А для вас, для женщин, вы можете выбирать, что вам измерять. Если плохо слышно, наденьте наушники, либо увеличьте звук. Я очень, прям вот в камеру говорю, потому что у меня под носом телефон. Так, понятно, да, обхват бедер, груди, живота. Я взяла обхват бедер. У меня обхват бедер 84 сантиметра. Если вы хотите кардиган в обтяжку, вы к ним ничего не прибавляете. Если вы хотите свободный кардиган, то примерно плюс 5-10 сантиметров. Если вы хотите широкий, то от 10 сантиметров прибавляете. Я решила до 90 сантиметров довести, чтобы так кругленькая была цифра, то есть примерно свободный хочу кардиган. Дальше, следующая мерка, которая нам нужна, это обхват шеи. Измеряем ее у основания шеи, не в самом узком, да, ее месте, а именно у основания, где ямочка есть. Так, у меня обхват шеи 38 сантиметров. Мы ничего не прибавляем, если мы будем вязать кардиган с регланом, как вяжу я. Но если у вас будет вырез небольшой, то вы можете прибавить 2-3 сантиметра, если вы хотите свободный кардиган, либо примерно 5-10 сантиметров, если вы хотите широкий кардиган. Ну, это если не реглан. Если у вас реглан, как у меня, то ничего не прибавляете, то есть тут я оставляю 38. Дальше следующая мерка, которая нам нужна, это длина рукава. Причем длина рукава от шеи до запястья. То есть в реглане мы измеряем именно так, от шеи до запястья. Измеряем от шеи плечо, потом измеряем от плеча до запястья. Так, если у мужа обхват живота больше обхвата груди, да, тогда измеряем обхват живота. Обхват живота в любом случае, если живот шире, чем бедра или грудь. Это может быть, в этом нет ничего страшного. Так, да, мерки для кардигана записываем. Так, длину рукава измеряем от шеи до запястья. У меня получилось 67. Естественно, если это длина, мы ничего к ней не прибавляем. Получаем в итоге 67. Ну, конечно же, если хотите, вы можете поприбавлять. То есть вы можете не то что поприбавлять, а измерить или до запястья, или, например, до косточки, если вы хотите длинный рукав. Если вы хотите 3/4, измеряете до сюда. Если хотите до локтя, измеряете до локтя. То есть это вы уже регулируете сами. Главное, что на свободное облегание мы ничего не прибавляем. Дальше, следующая мерка, которая нам нужна, это обхват запястья. Ну, мне кажется, тут все просто. У меня 15. В обтяжку ничего не прибавляем, а здесь то же самое, как обхват бедер. Плюс 5-10, если свободное облегание, и от 10, если вот прям совсем хотите широкий кардиган. Я решила прибавить 10, у меня тоненькие ручки, немножко побольше прибавила, получила 25. Да, правильно, 25. И последнее, что мы измеряем, это обхват плеча. Обхват плеча в самом широком его месте выше локтя. У меня обхват плеча 23. И здесь все то же самое, плюс 5-10, если свободный, и от 10, если совсем широкий кардиган. Любая тут может быть сумма, вы можете 20 прибавить, если хотите, ну совсем, знаете, такой прям широченный. И здесь я получила 33. Главное, чтобы вот эти две мерки, они были, ну, в смысле, примерно пропорционально одинаковые тому, что у вас есть. Потому что если вы прибавили к запястью 10, то и к плечу желательно 10 прибавить, хотя не обязательно. Но вот я стараюсь придерживаться, чтобы рукав гармонично смотрелся. Так, дальше. Что мы делаем? Это мерки, которые вы снимаете с себя, то есть это те размеры, от которых никуда уже не деться. Вот есть ваши размеры, они есть. Их невозможно поменять, только прибавить свободное на свободное облегание, немножко сантиметров. Есть также еще мерки, которые вы можете, в принципе, сами решить, что вы хотите, но обязательно измерять... Обязательно измерять по... Не то, что обязательно, желательно измерять по какому-то вашему изделию, которое вы носите, которое вам нравится. Это длина регланной линии.
То есть вы можете измерить ее на себе, можете измерить по изделию, которое вы любите носить. Эти мерки вы тоже можете измерить по изделию, но желаю вам все-таки ориентироваться на свои размеры. Все-таки это будет более правильно. Итак, длина регланной линии у меня 25, она в принципе может быть 20-30 сантиметров, это средняя такая мерка, но посмотрите по своим изделиям, измерьте от, как бы вам сейчас нарисовать, вот вырез, а здесь пошел рукав. Вот измерьте от выреза, от этой точки до подмышки, вот так, и у вас получится длина регланной линии, та, которая вам нужна. У меня это 25, к длине я ничего не прибавляю, в итоге здесь тоже получила 25. Дальше, и глубина выреза. Глубина выреза вы тоже можете измерить по себе, от основания шеи до той точки, где вы хотите, чтобы заканчивался у вас кардиган, либо по какому-то вашему изделию. Я же советую в нашем данном случае сделать эти мерки одинаковыми, то есть они у нас будут равны, просто для того, чтобы потом при расчете я вам показывала, как делала расчеты я, чтобы вы 100% полностью повторили мои расчеты, только вставив свои значения. Если у вас будет другая глубина выреза, то мы уже в личном порядке будем решать, как быть с расчетами. Это я на будущее говорю, советую вам сделать их равными, вот в данном кардигане. Поэтому тут я тоже пишу 25. И есть еще такой тип мерок, то, что в принципе не нужно измерять, сейчас я отвечу про детей. То, что в принципе не надо измерять, то, что вы, ну, сами так прикинете, сколько вам нужно. Можно даже на глаз, взяв сантиметровую ленту, либо опять же взяв какое-то изделие, которое вы носите, похожее на то, что мы вяжем. Это ширина планки. Я посмотрела на сантиметровую ленту, и я, ну так, знаете, ой, бисеринка. Сейчас я уберу. Так, знаете, прикинула, что мне ширина планки нужна 3 сантиметра. Вот мне она подойдет. Ну, то есть я так посмотрела, представила в образе свой кардиган в голове и решила сделать 3 сантиметра. Конечно же, здесь мы ничего не прибавляем, у меня получилось 3. Вы можете делать ширину планки любую. 10 сантиметров тоже допускается. Делайте 10, если хотите. И ширина подрезов. Ширина подрезов. Подрезы, ну, это та часть, вот эта подмышкой, которую мы будем немножко закрывать, чтобы у нас хорошо сидел рукавчик. То есть вот эта часть, подрезы. Примерно, сейчас я вам напишу значение, я выбрала 3 сантиметра, ну, потому что я худенькая и кардиган не слишком широкий. Но примерно значение, вот если вы худенькая, как я, если у вас небольшой размер кардигана, если не широкий размер кардигана, я, наверное, здесь запишу, то примерно 2-3 сантиметра должны быть подрезы. Точно так же на детей. Если вы потолще, чем я, но в то же время кардиган у вас не широкий, просто свободный, вы немножко покрупнее, то вам нужно примерно 4-5 сантиметров на подрезы. Если вы хотите супер широкий кардиган или у вас большой размер, или, например, вы на мужчину вяжете, то примерно можно даже и 10 сантиметров делать, то есть в районе 5-10 вы можете, опять же, посмотреть по своему любимому изделию, сколько у вас там длина, вернее, ширина вот этих вот убавок на рукаве. Ну, можете записать себе на свободное облегание, мы ничего не прибавляем. Можете записать себе, ориентируясь на вот эти мои советы. 5 сантиметров ширина планки, да, может быть вполне нормально. И подрезы тоже. Для детей можете брать вот эту среднюю таблицу и прибавлять примерно столько сантиметров. Опять же, смотря какой возраст у ребенка, но советую на детей особенно смотреть одежду детскую. Вот то, что ребенок носит, то измеряйте, потому что детки такие разные бывают. Если я вяжу на ребенка, я возраст мне ни о чем не говорит, точно так же, как и рост, потому что детки бывают очень разные. Вот советую брать одежду, либо ориентироваться по средней вот этой табличке. В обтяжку деткам не советую вязать, потому что, ну, это просто некрасиво будет. Вот, это наши мерки, которые нам нужны. Я эту отложу табличку, и теперь мы нарисуем нашу выкройку. Сколько там еще? Полчаса у нас есть, отлично.
4 года, худенькая. Если худенькая, по минимуму прибавляйте. Можете по 5 сантиметров прибавлять, можете чуть больше. Мне кажется, если вы прибавите 2-3, то это, ну, вот совсем ни о чем будет, потому что, либо ребенок сразу вырастет из этого, либо будет смотреться как в обтяжку. Ну, вот это мое мнение. Так, мерки я отложила, теперь я нарисую нашу с вами выкройку, по которой буду вязать я, и по которой, я думаю, что вы тоже будете вязать. Если у вас будет выкройка отличаться, вы должны самостоятельно будете нарисовать свою выкройку, но при этом можете у меня спрашивать, что и как рисовать. Итак, сначала я нарисую полочки. Так, сейчас я сначала нарисую, а потом вам объясню, что я вообще делаю. Вам нужно будет дома сделать, ну, в смысле не дома, а уже после эфира, в свободное время сделать то же самое. Смотрите, это у меня, давайте я запишу, что ли. Это у меня полочка. Это у меня тоже полочка. Вот это как раз те самые подрезы. Вот это вырез. Это у нас спереди одна часть, спереди вторая часть. Так, можно еще раз, что такое длина регланной линии. Сейчас я покажу как раз на выкройке. Саша, длина рукава по внутреннему шву не нужна, измерять ее не нужно. Я сейчас как раз покажу на вот этом рисунке, что мы с ней будем делать. И длина до подмышек. Длина до подмышек, вот если вы измеряете по себе, либо по какому-то изделию, как раз от воротничка до подмышек это и есть длина регланной линии, вы можете ее так измерить. Насчет всего остального сейчас на выкройке покажу, а потом отвечу на вопросы, потому что выкройка очень многие вопросы снимает. Так, теперь я рисую спинку. Спинка это 2 полочки. То же самое, только у нее есть небольшое отличие. Так, я что-то криво слишком рисую. Есть небольшое отличие. Здесь сверху мы будем вязать просто прямо. Это сзади в районе шеи. Здесь у нас будет шея и голова, а спереди у нас будет вырез. Так, длина до подмышек не регланная линия, вот это я не поняла, что это значит. Регланная линия измеряется вот так по косой. Длина до подмышек может измеряться от плеча вниз, как пройма измеряется, как длина проймы. В нашем случае у нас реглан, вот так измеряем. Так, и последнее, что я нарисую, это рукавчик. Рукавчик у нас будет практически как полочка, только я его буду сужать к низу, то есть наоборот, расширять кверху буду. Вот так. Давайте я запишу. Это спинка. Это рукав. Ну, естественно, рукава у нас два, но они одинаковые, поэтому нарисовала я рукав один. Полочки у нас в зеркальном отражении. Длина самого изделия есть, да, длина самого изделия мы записывали. Снизу вверх изделия, длина изделия, да, вот мы записывали. Все остальное сейчас расскажу. Я думаю, что я все учла. Если что, задавайте вопросы, будем на ходу разбираться. Итак, давайте возьмем наши мерки и будем их вписывать в нашу выкройку. Это обязательно. Но мы, заметьте, вписываем не мерки. Почему мы записали вот так 2 столбика? То есть, когда вы будете делать домашнее задание, вот эта серединная вам не нужна будет. У вас будет 2 столбика мерки и мои размеры кардигана. Вот в выкройку мы вписываем размеры кардигана. Это важно, потому что мерки вам вообще не нужны уже, в принципе. Мы будем вязать именно по размерам кардигана. Итак, первое, что мы вписываем, это длина изделия, длину изделия. Так, давайте я, наверное, розовеньким буду отмечать. Я здесь сразу сбоку отмечу. Это касается полочек и спинки. Длина изделия у меня 65. Я запишу, как эта мерка называется. Длина изделия. Дальше, следующая мерка — обхват бедер. У меня эта мерка 90, но я эту мерку сразу поделю на 2, чтобы получить полуобхват бедер, чтобы узнать ширину своей спинки. У меня получилось 45. Вот как раз сюда, в спинку, я 45 и запишу. Эта мерка у меня 45. Как мы ее нашли? Мы обхват бедер поделили на 2 и получили ширину спинки. Готово. Так, Сашуля, Оксана спрашивает, видимо, про длину от подмышки до низа кардигана. Да, вот от подмышки до низа сейчас буду рассказывать. Хорошо.
А от плеча замер откуда до куда? Обхват плеча. Обхват плеча — это самое широкое место плеча выше локтя. Я сейчас все вот это нарисую, а в оставшееся время вам покажу, как снимать мерки. Длина от низа до подмышек, да, мы сейчас будем это записывать обязательно, без нее никак. Дальше, следующая мерка, обхват шеи у основания шеи. У меня получился 38. Эту мерку, подождите, 19, я смотрю сколько, 38 мы сразу делим на 2, получаем 19. Для чего? Чтобы ее вот сюда записать, потому что нам как раз нужна ширина выреза. Она у меня 19, мы ее получили, обхват шеи, поделили на 2 и получили ширину выреза. Готово, записали. Ой-ой-ой, ютубную камеру свалила. Так, записали. Дальше что мы делаем? О, все, правильно, поняла я, отлично. Теперь не фокусируется. Следующая наша мерка — длина рукава от шеи до запястья. У меня она 67. Мы смотрим на наш рукав. Длина рукава от шеи до запястья — это вот просто от самого низа до самого верха наш рукав. Сколько она у меня там? 67. Я записываю 67. Это мерка длина рукава. Готово. Следующая мерка — обхват запястья. У меня это 25. В рукав я сюда записываю снизу вот 25. Это обхват запястья. Дальше следующая мерка — обхват плеча в самом широком месте. У меня это 33. Записываю я сюда эту мерку. Это самая широкая часть рукава. Это 33. И это обхват плеча. Готово, записала. Следующая мерка. Длина регланной линии у меня на 25. Я запишу ее, давайте, на спинку. Вот сюда вот есть свободное место. Вот эта мерка, длина регланной линии, она у меня 25. И это длина регланной линии. Вот так. Следующая мерка — глубина выреза, тоже 25. Помните, она должна повторяться для того, чтобы вы связали такой же кардиган, чтобы у вас были примерно такие же расчеты. Запишу ее сюда, 25, и это глубина выреза. Глубина выреза. Готово. Следующая мерка — ширина планки. Смотрите, тут какое дело. Я решила полочки связать такие же, как спинку, по ширине, вот абсолютно одинаковые, но планку просто добавить сюда, то есть немножко шире у меня вперед будет, чем спинка, просто для того, чтобы я могла немножко как бы сделать запах. Поэтому я здесь отмечу, что у меня есть планка, но в то же время я не буду ее включать в ширину своей полочки. И здесь я запишу 3 сантиметра, да, она у меня 3. Верно, 3 сантиметра. Готово. И ширина подрезов, последняя моя мерка, она тоже 3 сантиметра. Давайте я ее запишу, например, сюда. Вот понимаете, да, что вот подрез, на рукаве тоже. В каждой детали есть подрез, поэтому я записываю в одном месте, это 3 ширина подрезов, но на самом деле вы должны понимать, что это везде мерка есть. И теперь нужно определиться, как видите, с шириной полочек. Ширина полочки — это ширина спинки, деленная на 2, правильно? 45 мы делим на 2, получаем 22,5. Как мы ее получили? Это... Ну, давайте, если мы тут написали обхват бедер, деленное на 2, то ширина полочки — это обхват бедер, деленное на 4. Я думаю, что так будет понятно. Это ширина полочки. Так, записали. Ну, в принципе, у нас все готово. Осталось у нас... Так, еще раз, Сашенька про размер обхват шеи на спинке не поняла. Не надо на 3 делить окружность шеи. Мы окружность шеи делим на 2. Если мы поделим на 3,
Вот, мы поделили на 2. Если мы поделим на 3, то это будет маловато. Все-таки для кардигана, если мы свитер, например, вяжем, может быть, но и для кардигана все-таки кардиган немножко свободная вещь, она надевается обязательно на что-то. Если свитер мы можем на голое тело надеть, то кардиган на что-то надевается, поэтому целесообразнее поделить на 2. У меня получилось 19. Вот я сюда записала 19. И осталось еще, сколько у нас осталось? 2 мерки, которые мы должны высчитать. Высчитать с учетом того, что мы уже написали. Первая мерка, вы правильно поняли. Первая мерка – это длина от края изделия до подмышки. Давайте я тут запишу. Как это получить? Это длина изделия минус длина регланной линии. Длина регланной линии. Давайте я ниже запишу. Длина изделия у нас 65. 65 минус 25. У меня получилось 40. Я надеюсь, я правильно посчитала. Так. 65 минус 25, 40, и я записываю это сюда. И то же самое нужно сделать с рукавом. Нужно узнать, сколько у нас длина от запястья до подмышки. Это мы вычитаем путем длину регланной линии, от длины регланной, нет, неправильно, от длины рукава отнимаем длину регланной линии. То есть вы понимаете, длина рукава минус вот эта часть. Мы получаем вот эту часть. Давайте я запишу, чтобы все проверить. 67 минус 25, у меня получилось 42. Тоже, надеюсь, правильно посчитала. Записываю я ее сюда, 42. Все, больше нам ничего не нужно, поэтому мне кажется, что вы справитесь, не так-то сложно. Так, на рукава. На рукава у нас ничего нет, рукава у нас заканчиваются таким острым треугольничком. Саша, рукав свободный красиво будет к свободному кардигану или рукав в обтяг будет красиво? Для толстой пряжи спицы 8 миллиметров. Мне кажется, что чем толще пряжа, тем лучше смотрится что-то широкое, но можно не сильно широкое связать. Мне кажется так. Если спицы 8 миллиметров, если кардиган будет в обтяжку, свитер может быть, но кардиган не знаю. Мне все-таки кажется, что кардиган немножечко должен быть шире, чем человек. Вот. Все, я записала это все. Думаю, вам понятно, как я что получала. Не вижу, что тут какие-то сложности могут быть, поэтому то же самое требуется от вас. Табличка вот такая, без вот этой вот средней части. Ваши мерки плюс размеры кардигана, что вы прибавили к вашим меркам, либо не прибавляли. И в столбик мерки записываете. И второе, что от вас нужно, это выкройка кардигана. Это схематичное изображение выкройки в реальном размере. Ее можно не делать, хотя по желанию можете сделать в реальном размере, если вам так удобнее будет вязать. Вот, и точно так же рисуете вот эти вот все детальки, записываете все мерки, желательно тоже отмечайте, как вы эти мерки получили, чтобы вы сами понимали, и делайте это более-менее красиво. Я много раз говорила, что мне не важно, в каком виде вы присылаете свои отчеты, но в то же время, когда красиво все нарисовано, хотя бы крупно, это уже гораздо лучше, и вы потом, когда вернетесь к этому кардигану, будете вязать такой же второй, то вам будет более понятно, что вы написали, чем когда у вас будут каракули. Давайте я сейчас поменяю камеру и отвечу на ваш вопрос. Так будет лучше. Саша, тот же вопрос. К свободному кардигану лучше какой рукав? Пряжа не толстая. Если кардиган свободный, то у вас и рукав должен быть свободный, потому что, ну, это будет, знаете, как-то не гармонично смотреться, если у вас рукав... Так, сейчас я поменяю. Если у вас рукав узкий будет, а кардиган широкий. Меняйся. Готово. О, тут такой, на ютубе будете смотреть, тут будет жесть. Так, готово. Оставим. Сейчас я вам покажу, как мерки я снимаю, чтобы тоже с этим не было вопросов. Рукав тогда тоже прибавить, как и к телу кардигана, например, 5 сантиметров. Вот на свободное облегание, где у нас тут был рукав. Извините, в инстаграме в зеркальном отражении, но вы поймете.
Вот у нас обхват запястья, и мы прибавляли на свободное облегание. И обхват плеча мы тоже прибавляли на свободное облегание. То есть, да, если вы прибавляете к кардигану, то желательно и к рукаву тоже что-то прибавить. Сашенька, на ютубе будет запись? Конечно, запись будет. Все эфиры будут на YouTube. Да, я понимаю, что не все могут эфиры смотреть. Приветик, приветик. Санек подключился. Санек, ты пропустил самое интересное, как снимать. Не, снимать мерки покажу, как записывать мерки и рисовать выкройку. Сашечка, если вязать сшивной реглан, те же мерки оставлять и просто его сшить, да, конечно, если вы будете сшивать по регланным линиям, конечно, то же самое. Приветик. Это девочки здороваются с Сашей. Саша, готовься проверять домашнее задание. Саша, а можно сделать рукав фонариком именно на обхвате запястья? Можно, конечно. Это вы все решаете уже самостоятельно. Я насчет... Давайте я сначала покажу, как мерки снимать, потом скажу насчет фасона. Сейчас фломастеры позакрываю, а то у меня все руки потом будут в них. Это у меня так всегда, с детства. И сейчас тоже. Так, я беру свою табличку. Длина изделия. Первое, что мы измеряем, я измеряю вообще вот от плеча и вниз по краю. Швеи, которые шьют одежду реально, они измеряют от спины сзади, от основания шеи вниз до той длины, которая нужна. Но вообще, если вы одна, я советую все-таки вам, чтобы кто-то померил. Но если вы одна, то я вот таким образом себе длину изделия и измеряю до того момента, до которого мне нужно. Только прямо стою, конечно же. Дальше, обхват бедер – это самое широкое место бедер. Обхват груди – самое широкое место груди по выступающим точкам. Если у вас обхват живота, значит, измеряйте вообще, в принципе, самое широкое место. В чем здесь смысл? В том, чтобы найти самое широкое место. Я советую вам, девочки, мальчиков не касается. У мальчиков только грудь измеряем, либо живот. У детей тоже только грудь. Если вы девочка, да, будем так говорить, советую вам измерить грудь и измерить бедра. Вообще у большинства девушек обхват бедер всегда шире, в смысле бедра шире, чем грудь. Но бывают такие случаи, когда грудь шире бедер. И тогда, даже если у вас длинный кардиган, вам все равно нужно будет использовать мерку обхват груди. Поэтому советую вам, если вы не в курсе, какие у вас обхваты примерно, если вы не знаете, какое место у вас шире, советую измерить два этих места и выбрать место, которое более широкое. Это при случае, если у вас кардиган длиннее 60 сантиметров. Если короче, если кардиган совсем коротюська, только грудь измеряем, бедра не трогаем. Дальше, обхват шеи у основания, я вот его тоже измеряю самостоятельно, но, ну, естественно, без воротничка, без одежды, но вот по низу до ямочки я измеряю вот так, потому что у нас кардиган будет здесь находиться. Если вы вяжете, например, какой-то свитер с горлышком, то, конечно же, можно и тут померить, но, в принципе, вот нижняя часть шеи, она всегда подходит для всех расчетов, потому что потом просто все по шее ложится хорошо. Дальше, длина рукава от шеи до запястья. Мы измеряем от основания шеи вот так плечо, и потом измеряем нашу руку до запястья. Тоже вам нужно, чтобы кто-то померил, самой очень тяжело. Я так тык-мык каждый раз меряю, и каждый раз новое число получается. Вот. Но измеряем, понимаете, да, вот плечо, а потом руку. Обхват запястья, ну вот, запястье у нас здесь. Обхват плеча, часто все спрашивают. Кстати, тоже такое замечание, я люблю это подчеркивать, потому что знаю, что многие девочки, не то что девочки, вообще люди в принципе не знают. У меня телефон едет или мне кажется, что вот это у нас предплечье, а вот это плечо. И если я говорю измерьте плечо, то измерить вот эту часть, потому что многие измеряют вот так вокруг, многие здесь что-то пытаются померить. Но на самом деле вот здесь вот у нас плечо, и это место мы измеряем. Обхват плеча для рукава. Заметьте, если у вас рукав не до запястья, а если у вас рукав 3/4, то мы не запястье измеряем, а мы измеряем ровно то место, где рукав у нас заканчивается. То есть длину вы измеряете плечо и сам рукав до нужного места, где вы хотите, чтобы у вас рукав заканчивался. И когда вы измеряете обхват запястья, это значит, что то место, где у вас рукав заканчивается. Вот это тоже важный момент, потому что мы потом по этой мерке делаем расчеты.
Длина регланной линии вы можете измерить по себе, вот тоже от основания шеи, вот так по диагонали до подмышки. Ну вот я взяла, сколько у меня там получилось? 25, да? Я взяла 25. Это для кардигана нормально. То есть, подождите, вот отсюда измеряем. Это для кардигана нормально, для моего размера. Вы можете взять 20. Меньше 20 это будет совсем в обтяжку, вот как платье в обтяжку. Можно взять свое изделие. Я, там, например, могла бы взять вот это платье и измерить от выреза до подмышки тоже это платье и получить, какая у меня мерка получится. Узнать, какая мерка получится. Ну, то есть все-таки по одежде это проще измерить. Глубина выреза. Так, сейчас. Я почитаю, о чем вы тут общаетесь. Сначала пройдусь по меркам, потом почитаю. Так, глубина выреза. Вообще я измеряю глубину выреза. Так, подождите. Вот, от плеча и тоже до нужного мне места. Вот у меня тут 25, у меня отсюда начнется вырез. Если мы вяжем такой, знаете, это при случае, как у нас фасон. То есть у нас здесь все закончится. В этой точке у нас все сомкнется. Рукав, спинка и полочка. Поэтому от этой точки в нашем случае мы все измеряем. Если вы, например, это я уже просто отвлекаюсь и говорю, если вы вяжете, например, полукруглый вырез, то вы измеряете от ямочки вот этой до нужной вам длины. Это если вырез полукруглый вам нужен. Но вообще в нашем случае сейчас измеряем все от этой точки. Это наша глубина выреза. Ширина планки, как я говорила, ну ее тут никак не померяешь. Поэтому я просто либо советую вам по какому-то вашему изделию измерять, либо взять в руки сантиметр, либо вот так и приложить на сантиметр, либо, так как вы знаете фасон вашего кардигана, если он широкенький, то лучше ширину планки немножко увеличивать. И ширина подрезов, это тоже, я говорила, их тут никак не померяешь на себе, это только либо по изделию, либо тоже посмотрев на сантиметр, либо воспользовавшись моими советами. Санек, не отвлекай девочек, я тут рассказываю важные вещи, а ты мне пишешь всякое про творог. Сейчас я почитаю. Так, так, так. Саша, подскажи, пожалуйста, можно целиком вязать спинку и полочки до подмышек? Если вы будете целиком, в нашем с вами случае, вязать спинку и полочки, то вам потом нужно будет, да, это будет цельное полотно, вот это, вам потом нужно будет сюда между двумя петлями вместить петли, не, в смысле вот эти, вместить петли рукава. И вы их сюда, когда втиснете, вам будет ужасно неудобно вязать. Поэтому я советую все-таки вам вязать отдельно. Если у вас реглан здесь без швов, то лучше вязать отдельно. Но, в принципе, вы можете, знаете, схалтурить немножко, связать, например, до сюда, 5 сантиметров до подмышек оставить и разделить ваши полочки и спинку, связать отдельно, а потом вставить рукав, и тогда получится. Если грудь большая, я уже ответила, да, я думаю, вы услышали. Измеряем обхват груди. Обязательно для девочек измерить бедра и грудь и узнать, какая мерка из них больше. Эх, ушла в другую комнату, интернет ужас, чую, досматривать буду на YouTube. Ничего страшного, досмотришь, только на YouTube качество похуже. Длина изделия делать на 10 сантиметров короче, так как английская резинка сильно вытягивается. Длину изделия вы еще можете скорректировать, потому что мы завтра будем вязать образцы, и вот когда будем вязать образцы, вы посмотрите, насколько сильно, ну, у вас образец уже связан, я думаю, насколько у вас сильно тянется ваш образец, насколько, в принципе, он вытянулся после влажной тепловой обработки, поэтому длину изделия можно потом будет скорректировать. Вообще, давайте забегу наперед уже и расскажу. Английская резинка, если вы будете из нее вязать, она, в принципе, тянется, то есть нет никакого секрета, чтобы ее немножко усмирить. Она в любом случае после влажно-тепловой обработки вытянется. Она в процессе носки будет вытягиваться. Учтите, что могут вытягиваться локотки, могут вытягиваться места в районе попы. Ну, то есть это стандартная особенность английской резинки. Чтобы этого избежать, конечно, нужно поплотнее вязать. Лучше так скажу. Нужно вязать поплотнее, чтобы она меньше вытягивалась вот в таких неожиданных местах.
Вот, и плюс ко всему длину изделия, почему я взяла 65? Потому что я хочу кардиган сантиметров 70, если он будет 75, я вообще буду не против. Поэтому, да, в принципе, Оля, молодец вы, что вы затронули эту тему, скажу сразу, не завтра. В принципе, да, вы можете сантиметров на 5 делать длину изделия короче, если у вас короткий кардиган. Если у вас кардиган ниже колена или там по колено, то спокойно делайте длину изделия на 10 сантиметров короче. У вас все равно в процессе носки кардиган вытянется до нужной вам длины. Это если вы вяжете английской резинкой. Так, Санек пишет, сегодня ходили в кадастровый, да, талончика на нас уже не хватило, но купили 9% творог и сметану. Я, Саша, может 0,5 возьмем, я ведь на диете, короче, взяли 9. Ну, потому что ты на диете, а я наоборот, на наборе жира. За талончик обидно? Не обидно. Ничего страшного, нам не к спеху. И правильно, в обезжиренном молоке мало толку. А, в обезжиренной молочке 9% вкуснее. Видишь, Санек, девочки говорят, что 9 лучше. Ну все, Саше придется на пару километров больше пробежаться. А диета, я ведь жирный стану. Саша перевел тему разговора. Саша меня отвлек от важных тем. Завтра 8 километров с Саньком бежим, да, планируем, посмотрим, что будет, планируем пробежать. Не беда, Саша тебя и толстым любить будет. Оля, так не говори, за меня не говори. Эх, у нас почти 12 ночи, мне теперь тоже охота творог. Я, наверное, сейчас пойду, после эфира тоже скушаю. Кто на диете, самый лучший творог 0,5 или 1, остальное не годится. И, кстати, проверяйте творог на крахмал, сейчас много некачественного. А как его проверить, я не знаю, я в этом не разбираюсь. От нежирного творога, думаю, пользы маловато. Ага, творог и в Африке творог, зато большая. Кое-что будет от 9%. Санек, что это, я не поняла. А подрез получается на 2 тоже делим, а то ведь 6 сантиметров получится. Нет, здесь мы именно подрез вот в одном месте, потому что у нас все деталями вяжется. Вот мы измеряем подрез чисто вот для спинки. Прикидываем 3 сантиметра. Я говорю именно про одну деталь. 3 здесь, 3 на спинке, в итоге получится 6, да, верно. Уже и диетологи говорят, что пользы нет от обезжиренных продуктов. Ого, ничего себе. Я видела как-то 30%, это для меня. Я бы такой купила. Все, всем сделать серьезные лица или мне кранты. А я хочу вязать жемчужным узором, он тоже вытягивается? Нет. Ну, как и все, в принципе, жемчужная вязка не вытягивается. У жемчужной вязки есть особенность, что она немножко подпрыгивает вверх, потому что там лицевые, изнаночные ряды чередуются немножко, и она как бы так присобирается. Но не скажу, что она сильно вытягивается. Такой особенности отдельной у нее нет. Саша, если съесть и шевелиться, особо не отложится, согласна. Это творог для айтишников, для мозгов, точно. Вот после ваших разговоров про творог сижу, жую баранки, запиваю молоком. Приятного чаепития. Молокопития тогда. Соты сильно вытягивается в длину или только в ширину? Тоже не сильно. Вот у меня кардиган, вот этот синий мой, он сотами связан. Там очень рыхлая вязка. Я вязала толстыми спицами, то есть, по идее, он должен хорошенько вытянуться. Ну, так не сказала бы, что он сильно у меня вытянулся. Вот, ну, может быть, немножко. Просто под своим весом. Длину рукава тоже уменьшать, тоже вытянется. Длину рукава чуть-чуть, да. Не на 5-10 сантиметров можно, ну, на 5 можно, в принципе, если у вас слишком рыхлая вязка и слишком толстые спицы и тонкая пряжа. Вот как мой первый кардиган. Там как раз рукав получился мне как надо. Там немножко видно на фотографии. Можно немножко сантиметров на 5, если у вас толстые нитки, толстые спицы, тонкие нитки, толстые спицы. Если вы вяжете вот примерно так плотненько, да, ну, сантиметра 3 убавьте. Вообще, я для себя не буду ничего убавлять, потому что если он будет немножко объемный, рукав будет немножко длинный, мне это будет хорошо. Ориентируйтесь на себя, на свои желания. Вы можете вообще даже без моих советов примерно понимать, что вы хотите, и делать такие размеры кардигана, какие вам нужны. Он худеет.
Не, Санек не худеет. Не-не-не, Санек не худеет. Он просто старается набрать массу мышечную. Мышечную, вот. Наоборот, кстати, поправляться стало. Это хорошо. Поэтому выбирает такие продукты, чтобы были не жирные. Точно, длина рукава тоже интересует. Вот, хорошо. А, йод надо в творог капнуть. Я в этих штучках, честно, не шарю. Я нормально вкусно готовлю, но чтоб вот так вот как-то какие-то фишечки такие знать, я не знаю. И что нужно увидеть, если капнуть йод? Да, меняется цвет, я думаю. Цвет меняется. Если посинеет, значит есть крахмал. Ну, как с картошкой. Так, выбрала плетенку. Если какие-то такие плотненькие узоры, вот если я правильно понимаю плетенку, когда вот прям совсем толстый, плотный, без просветов узор, такие узоры меньше всего вытягиваются, и можно ничего не прибавлять, то есть не убавлять, то есть вы вяжете ту длину, которая вам нужна. Чем рыхлее узор, чем тоньше спицы и тоньше пряжа, тем может сильнее вытянуться изделие. Пойду накапаю йоду, как раз печалька. А, пачечка творога есть. Не поняла, почему будет проблема с подрезами, если вязать цельно по кругу. Ну вот вы представьте, вы вяжете, да, возьмем мой образец. Вы вяжете все вот цельно, и вам нужно здесь посерединке, предположим, у вас это спинка, это полочка, здесь посерединке вставить, ну, там, я не знаю, 60 петель вашего рукава. Вот вы сюда 60 петель вставили, у вас 2 петли раздвинулись. Вы потом, когда будете вязать, вам эти 60 петель нужно будет тоже провязать. И это место у вас настолько сильно расширится, и вам будет так туго вязать, что это будет очень проблематично. Если вязка рыхлая, то в принципе можно. Я вязала свой кардиган, я как бы пошла на этот риск осознанно, у меня получилось. Но если плотненько, ну это будет ну просто нереально. У вас, во-первых, тут может образоваться дырка из-за растяжения, во-вторых, вам просто несколько рядов будет жутко неудобно вязать. Йод капать прямо в магазине, Санек спрашивает. Кстати, можно, почему бы нет? Если что, потом будут творог с йодом есть. Ну да. Нет, не в магазине. Просто будешь знать в следующий раз, что брать можно такое или нет. Просто маленькую порцию бери. Мы просто покупаем, он вкусный, и все. Как-то я не думала насчет крахмала. Творог с йодом вдвойне полезен. Вы во всем находите плюсы. Либо в интернете посмотри, какой лучше, его проверь, посмотришь, правда или нет. Саша, видите, как здорово, всем все понятно по плану мерки, а мы творог обсуждаем. Но это хорошо, кстати. Главное, чтобы не синий. Каким узором меньше пряжи уйдет, соты или английская резинка, то, боюсь, не хватит ниточек. Мне кажется, если соты вязать тоже толстыми нитками, я не знаю, какая пряжа у вас, то на соты может меньше уйти. Хотя, если вязать английской резинкой плотно, то может на английскую резинку уйти больше. А если вязать рыхло, то меньше. Честно говоря, я так не знаю. Дело в том, что у английской резинки хорошая особенность, что она вытягивается, и можно связать сантиметров на 5 кардиган короче, и пряжи меньше уйдет. Так, творог еще нужно на сковородку. Если плавится, то там пальмовое масло или еще что натурально должен жариться. О, кстати, интересно про пальмовое масло. Саша, узор косами можно связать регланом? Любые узоры можно связать, любые, да. Вы можете брать любые узоры. И косы тоже. Саша, ты можешь фото кардигана спереди скинуть, хоть какое, не могу определить, какой вырез нужен, не знаю, как смотрится такой, как у тебя. А я делала там глубже вырез, начинала вот отсюда. Но я скину, хорошо, сфотографирую. Добрый вечер, все опять пропустила, увлеклась корейской дорамой. Это про кардиганчик, отдельными деталями, да, разговариваем про кардиган. У меня образец не изменился после ВТО, но длину изделия я планирую до колена. Вот прям совсем не изменился, вы его так немножко потяните, он тянется или нет. Вот мой, например, вот этот, видите, он тянется. Представьте, если будет кардиган большой, он вытянется как раз сантиметров на 5-10. Если вязать более плотно, то он уже меньше тянется. То есть это, на этот кардиган, на такой плотности, можно меньше убавлять сантиметров. Посмотрите внимательно, тянется образец или нет. Я хочу 2 кардигана сразу, толстые и коротенькие до талии. О, можно вязать, можно с короткого начать. Зачем там такие крахмал? Может быть, чтобы больше весил?
Сори за повтор. Ой, мало у нас времени, девочки. Сори за повтор, уже меряю обхват шеи, значит, в самом низу, да. Если все в самом низу. Если все вместе сразу вязать, то сразу подрезы прибавить, и рукав не надо втискивать, потом подрезы сшить. Если у вас будут подрезы, да, тогда вы можете вставить рукав, и у вас будет более свободно все вязаться. Санек, может нас завести инсту про здоровый образ жизни, благо опыта много, да и модно сейчас быть здоровым. Санек, это твоя тема, потому что ты больше по здоровому образу жизни. Я только так слушаю твои рассказы, как классно не есть мясо или не есть сладкое или сыроедить. 30 секунд осталось. Спасибо большое. То есть сейчас на выкройку глубина выреза 25, это меньше, да, чем у тебя на том кардигане, который уже связан. Да, да. Я буду тебе писать туда, как я пельмешки лопаю в 10 вечера. Хочется связать энтрилаком, но думаю, вот как будет регланом, либо только низ, а от подмышек гладью. Можно гладь здесь пустить. Все, 5 секунд. Вау, пока, до завтра. Так, делюсь. Все, и с вами тоже прощаюсь. Если есть вопросы, пишите мне под этим видео в комментариях. Участвуйте с нами в интенсиве, пишите мне, если вы хотите принять участие, заплатить за участие, то пишите мне в директ в Инстаграме, буду вам помогать в этом. И вообще, в принципе, вяжите со мной и без интенсива, потому что всю информацию я буду спокойно выкладывать сюда, и вы можете совершенно бесплатно узнавать все то, что я говорю, и вязать вместе с нами кардиган. Все, пока.